Вечером в окошко постучали. В этих краях летом ночи светлые, а вечера прохладные. Валентина Семеновна выглянула во двор. На пороге стояла худенькая девушка, а рядом с ней на поводке собака. «Тебе чего?» Не открывая окна, спросила Валентина Семеновна. «Говорят, вы комнату сдаете недорого». Виновато спросила девушка. «Ну, сдаю. Приходи завтра, покажу. Только с собакой не пущу, так и знай. А можно сегодня посмотреть? А то нам некуда идти, а на дворе ночь». Валентина Семеновна только строила из себя строгую женщину, а в душе она была добрая, неравнодушная старушка, ей всегда и всех было жалко. Семьи у нее давно не было, муж умер, а дети разлетелись кто куда, мать навещали редко. «Ну ладно, входи, только собаку во дворе оставь, нечего мне здесь грязь разводить. Пожалуйста, а можно он хотя бы в коридоре посидит?» Взмолилась девушка. «Мы целый день на ногах и ничего не ели. Ну что с вами поделаешь? Входи, смотри». Валентина Семеновна с подозрением посмотрела на будущую квартирантку. Она впервые решилась сдать 2 комнаты в своем доме. Думала, что снимать их будет какая-нибудь женщина, примерно ее возраста. В крайнем случае, молодая семейная пара. А тут девчонка, да еще и с дворняжкой на поводке. Девушке на вид было лет 17, совсем молодая. А пес, наоборот, был старым и каким-то тоскливым и потрепанным. «Вы не волнуйтесь, я заплачу за 2 месяца вперед, у меня деньги есть». И девушка полезла в сумочку за кошельком. «Да не надо, я верю, а ты ведь, милая, даже не взглянула на комнату. Если честно, мне все равно, только не гоните. А самое главное, если у вас есть какой-нибудь сарай, можно в нем Тимка поживет. А чего это ты на окраине решила жилье снять? Ты же говоришь, что работаешь в центре. Отсюда на автобусе целых 40 минут добираться?» Подозрительно спрашивала Валентина Семеновна. «Так в центре только квартиры сдаются. А у меня Тимка всю жизнь во дворе, в будке прожил. Из него комнатная собачка не получится. А насчет дороги не волнуйтесь, буду выходить пораньше. Как зовут-то тебя, девонька?» «Я Валентина Семеновна, а ты?» «Я Кристина, а друга моего зовут Тимоша или просто Тимка». «Ну давай чай пить», — предложила Валентина Семеновна. «Лет-то тебе сколько?» 23, я только недавно техникум закончила, нашла работу и с первой зарплаты решила снять жилье. Самостоятельная, одобрительно закивала Валентина Семеновна. 23, говоришь, а выглядишь как школьница. Как так получилось, что ты с псом по съемным квартирам ходишь, пес-то уже пожилой? Наверное, случилось что-то с хозяевами». Кристина как-то невесело усмехнулась. «Случилось, только больше 20 лет назад. Не повезло мне в жизни, с самого рождения не повезло. И зачем только такие женщины, как моя мать, детей рожают? Почему им не запретят?» И по бледному лицу девушки потекли слезы. Вот зачем им нужен был ребенок? Что они собирались с ним делать? Отец ведь с самого начала семейной жизни выпивал. Мать что не видела, за кого идет? Потом и она втянулась. Пили бы и дрались, как раньше, и не вмешивали бы в это дело детей, и, может быть, все было бы нормально. Но матери захотелось ребенка, и она больше ничего не хотела слышать. Еще маленькой девочкой я видела, что в семье что-то не так. Когда подросла, поняла, что во всем виновата водка. Так соседи говорили про моих родителей. Да, родители мои были местные деревенские пьяницы. Другие дети в нашей деревне так не жили. От матери с самого детства я не видела ни заботы, ни любви, ни ласки. От отца только упреки и побои, бил он периодически не только мать, но и меня, свою малолетнюю дочь. В доме всегда было грязно, мать убирала редко. Есть было нечего, едой в нашем доме была закуска, а то, что дочь постоянно голодала, родителей мало интересовало. Они нигде не работали, перебивались случайными заработками, и практически все эти деньги спускали на водку. С детства я видела то крики и ругань, то очередное застолье. В школе училась плохо, сверстники меня не любили, всячески подшучивали и обзывали. Я становилась замкнутой и нелюдимой, старалась ни с кем не общаться и держаться подальше от людей.
У меня вообще не было друзей, пока у нас не появился в доме Тимка. Он для меня стал всем: семьей, другом и защитником. Как-то, шатаясь по лесу недалеко от дома, я услышала, как из-под земли, из какой-то глубокой норы, доносится плач. Это скулил щенок. Видимо, его бросили одного в лесу, а он от страха забился в яму. Принесла малыша домой. Тогда я в первый раз проявила характер. Не дала родителям вышвырнуть его из дома. Отец в редкие дни, когда не пил, был на все руки мастер, построил собаке просторную будку, набросал туда соломы. Когда в дом приходили очередные гости-алкаши и начиналась гулянка, которая могла длиться по 3-4 дня, я уходила к Тимке в будку и пряталась там. Мы много дней и ночей провели с ним вместе в этой конуре. Спали в обнимку, я делилась с ним едой, потому что родители частенько забывали покормить нас обоих. Мы по очереди с ним добывали пищу. То Тимка стащит что-нибудь у соседей, то меня добрые односельчане чем-нибудь накормят, а я отнесу половину своему другу. Так и выживали мы вдвоем. Я очень рано стала взрослой. Я читала много хороших и правильных книг и дала себе клятву, что никогда не буду такой, как мои родители. Ради своего будущего и ради Тимки. Я поставила себе задачу обязательно выбраться из этого порочного круга, посещала разные кружки и стала усиленно заниматься. К окончанию школы у меня в аттестате вообще не было троек, поступила в техникум, но приходилось каждый день ездить на занятия в город и обратно. Комнату в общежитии давали, но я отказалась из-за собаки, не могла оставить ее одну с этими алкашами. Повзрослела, отучилась. Решила выбираться из этого дома, устроилась на работу, подзаработала, начала искать жилье. Вот, собственно, так мы и оказались у вашего порога. Не бросать же друга. Валентина Семеновна тихо вытерла рукой слезы, молча встала и вышла из дома. Через пару минут она вошла вместе с Тимкой. Пусть живет вместе с тобой в комнате. Старенький он уже, холодно ему будет в сарае. Валентине Семеновне больше задавать вопросы не хотелось. Только с тех пор как-то более трепетно она относилась к этой маленькой, но такой сильной девочке и ее пожилой собаке. С тех пор они стали жить все вместе. Ни Кристина, ни Тимка не доставляли хозяйке ни малейших хлопот. Девушка заплатила, как и обещала, за 2 месяца вперед. Уезжала рано утром, приезжала поздно вечером. К себе проходила чуть ли не на цыпочках. Пес тоже потихоньку обживался. Поначалу он целыми днями грустно лежал на подстилке. Единственной радостью для него был тот момент, когда по вечерам возвращалась Кристина. Пес тут же начинал рваться и повизгивать от радости. Постепенно собака привыкла к Валентине Семеновне, и старушка уже без страха подходила гладить Тимку. Валентине Семеновне было так хорошо рядом с этими своими новыми квартирантами, как будто у нее снова появилась семья. Через 2 месяца она отказалась брать с Кристины деньги за проживание. Живите просто так, сколько хотите, и вам хорошо, и мне. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.